Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 15 по 21 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но для этого мы и делаем расклады, чтобы где-то предвосхитить или предположить альтернативные варианты развития событий и просчитать их наперед, чтобы в последующем они нас не застали врасплох. Может быть и так. И в любом случае мы с вами проведем приятное время, я вот на это очень надеюсь. Итак, наш еженедельный традиционный расклад. А вот смотрите, оставь прошлое в прошлом. Перевернулась тройка мечей. Это когда мы вместо разочарования уже здоровым равнодушием как бы меняем энергетику прожитых ситуаций, каких-то событий или того, что было для нас со знаком минус. Сердце уже не болит. Ранить его больше, чем ранили, уже тоже невозможно. Но и сказать, что мы одеваем на себя розовые очки, конечно, нет. Какую-то ошибку мы не должны повторить. Но оставить что-то, как ситуацию, понимаете, она уже нас не должна ранить. И карта приглашает перевести в разряд здорового равнодушия какую-то вашу жизненную историю. Давайте будем смотреть дальше. Что же нам расскажут карты? Что же важно знать? Какие энергии для вас важны, мои дорогие козероги? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что может помешать? Что же будет помогать? Что будет радовать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Смотрим энергии. Энергия денег. И личная жизнь, что нам расскажут карты. Что же важно, что в приоритете? У кого-то поездка, у кого-то переезд, у кого-то новый бизнес-план, может быть, или какая-то ваша задумка. Для кого-то из вас новое направление в творчестве или ваши мысли поменять сферу деятельности. Иногда по этой карте такое тоже проходит. Мы можем, кстати, не совсем даже у кого-то, да, вы начнете или, может быть, вы уже приступили и вы продолжаете изучать как раз новое направление, по которому вам предстоит трудиться или как новый источник дохода. Но может быть и такой момент, когда вы, допустим, работали в одной организации, вы имеете, ну, как специалист, имеете диплом, документ, вы востребованы, но вы рассматривали свою профессию именно в одном каком-то контексте или в одном цикле организации, да. А здесь вы можете случайно встретить информацию, к примеру, когда я могу быть востребованным в другом немножко направлении, но там тоже как бы мои знания могут пригодиться, и я там больше денег заработаю. Или меня там ждет больше прогресс. Карьерная какая-то перспектива. Карта заслуженного успеха, когда мы надеемся сами на себя, но идем вперед. И вот эта надежда на самого себя, она подразумевает мужество. Мы не знаем, с чем мы наперед столкнемся, но как будто карта нам говорят: продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вообще сильная позиция. Но она сильна именно потому, что вы, понимаете, не зависите ни от кого, а вы где-то тут немножко на своей волне. Давайте посмотрим неожиданности. Но вы не должны себе навредить. И мужество требуется, но не для того, чтобы собой рисковать, а для того, чтобы подметить, как могут меняться события. Для кого-то из вас, может быть, мои дорогие, переезд необходим именно потому, что мне нужно найти место моей безопасности. Меня смотрят люди из разных стран. И по карте Луна этот аркан очень хорошо прорисован в колоде 78 дверей, когда нам просто необходимо туда попасть.
Если мы говорим о том, чтобы не рисковать, я как раз достаю эту колоду. Я надеюсь, что где-то, может быть, она у меня близко. Пока с вами говорю, я ее ищу. Так вот, мы не должны собой рисковать, нам нужно принять чьи-то правила игры. По Луне ведь это тысячи неопределенностей, и мы не можем что-то просчитать. Мы можем видеть только как, ореол или образ, а конкретики пока никакой. И поэтому на самосохранение, в принципе, это неделя. И быть готовым, и где-то к неожиданностям. Сами мы эти неожиданности не инициируем. Здесь больше как раз нужно быть очень внимательным, и определенное критическое мышление нам будет помогать. Вот обратите внимание, не поленилась, достала. Вот так выглядит прекрасно прорисована суть вот этого аркана Луна. У нас расположена как бы берег, Луна. Девушка беременная в ожидании ходит по берегу, поэтому есть где-то ожидание. По шестерке мечей добрые дела наспех не делаются, и поэтому этот путь на ладье девушка совершает тоже не быстро. Поэтому какая-то растяжка по времени она может быть. Или если мы говорим о переезде, то это тоже не то, что вот из пункта А в пункт Б, а может быть с какими-то подпунктами. Вот это примите тоже к сведению. Дальше мы видим, у нас изображена дверь, и в этой колоде 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери, открыты или закрыты, и ключ, как открыть эту дверь. В данном случае дверь у нас под наклоном. Художник изобразил дверь входа в Пизанскую башню. Мы знаем, что башня эта падает, но она уже столетия падает, тем не менее очень крепко стоит. И наша задача попасть в эту башню. Это имеется в виду прообраз нашего укрытия, вот все то, что я говорила. И у нас нет ключей, но у нас есть страж двери, и это хамелеон. Вот вам придется договариваться с какими-то хамелеонами. Проявить чудеса изобретательности, и чудеса, может быть, как договориться, какая-то мимикрия подразумевается, потому что либо вами могут пытаться манипулировать, либо, и тогда вам другого не остается, либо обстановка неясна. Лавировать где-то, себе, повторюсь, не навредить, как будто другого пока жизнь не оставляет. Поэтому, мои дорогие козероги, примите это к сведению. Давайте мы узнаем, чему сейчас не время. А у кого-то не время ожидания, не время строить какую-то далекую стратегию. Может быть, в последующем у вас будут такие изменения, когда вы, как, допустим, прежде пытались, вот есть такая фраза, застолбить место и думать, что это навсегда и успокоиться на этом. Так вот нет, вот эти энергии, вот им сейчас не время, потому что будут перемены. Нам предыдущие две карты как раз об этом и сказали. И, может быть, на долгий период времени какую-то себе стратегию пока не расписывать, мои дорогие. Ну, вот искусство мелких шагов, вот, что для вас может как и помогать, так и будет правильным. Давайте, что же помогает, что радует. Ну, по крайней мере, вы достигнете того, к чему вы стремитесь. Или какой-то ваш план абсолютно точно будет осуществим. Ваш успех к вам придет, мои дорогие козероги. Или и вы найдете это место вашей уверенности и безопасности. Десятка кубков для кого-то будет означать, что путешествие с вашей семьей или с вашим близким человеком. И тогда будь внимателен к моменту. Здесь и сейчас все-таки Луна у нас говорит, где-то даже советует, будь осторожен, не оступись, буквально даже так. Потому что обстановка может быть как в сумерках, непонятная. Ты сейчас словно исследуешь непознанную землю без карты. Поэтому сделал шаг, остановись, осмотрись. И после этого только продуманно делай следующий. Но двигаться вперед придется. Это не значит, что мы совсем останавливаемся, вот как семерка пентаклей. И уже думаем, что мы на этом успокаиваемся. Нет, нет еще какой-то базы, понимаете? Вот здесь еще вам предстоит что-то отстроить или что-то укрепить. Но пока конкретные действия, они непонятны на этой неделе. Но есть и люди, может быть, это ваши близкие, которые вас поддерживают.
Или, повторюсь, как есть то место безопасности, как раз где вы можете найти убежище, укрыться. Или куда вы можете совершить этот переезд. У кого-то буквально проиграется так. У кого-то проиграется просто, может быть, как ближайшие какие-то ваши знакомые, иногда друзья бывают ближе, чем родственники. Увы, в нашей жизни бывает и такое, которые тоже могут вам прийти на помощь. Но я бы сказала, если мы говорим про финансы, хоть и десятка кубков, все же эта карта очень такая объемная. Деньги есть на этой неделе. Я не говорю, что их много, но какая-то стабильность у вас на данный период времени, она присутствует. И это вам тоже помогает. Давайте мы узнаем, что же скрыто. А вот какая-то правда, истина, она находится в тени. Если вы уезжаете буквально тайком, с учетом шестерки мечей, по-английски уходите, будьте готовы к тому, что вас кто-то будет искать. Или какая-то история может о себе напомнить, даже если вы, как мы говорим, какой-то гештальт вы не закрыли, допустим, из предыдущей вашей жизни, то это может где-то вас догнать какое-то как событие, какая-то новость. Или это может быть новость, которая в пути. Или на вашем пути, мои дорогие козероги, вы можете столкнуться с человеком. И по рыцарю мечей есть такое значение, пусть не в этой колоде, бунтарь без причины. Лучше не обрисуешь. Это те люди, у которых сложный характер. Они с нами всегда пытаются спорить. Конечно же, это может быть и ваша энергетика, когда вам захочется что-то доказать. Карта Луна. Для кого-то проиграется и так. Вы считаете, что правильным будет вот один какой-то поступок или ваши действия в каком-то одном порядке. А здесь все зыбко, все меняется. И тогда не должно быть, правда, какого-то конфликта. Мы никому ничего не доказываем, но в то же время не теряем связи с реальностью, не теряем вот как критическое мышление, я уже говорила об этом, но и не создаем, не раздуваем какую-то проблему. Будем реалистами. Хотя кто-то из вас может узнать то, что было скрыто. Вот, кстати, случайно, как гонец, сорока на хвосте принесла. Для кого-то может проиграться, как я случайно узнал какую-то истину. Тайна мне открылась, но это не для всех, но для кого-то и так. Тройка жезлов, дела, работа, бизнес, новые перспективы, новые возможности. Но человек, хоть и показан нам, он уже спиной повернулся к прошлому. Но он еще пока не запрыгнул на корабль. Хотя, надо сказать, корабль – один из символов Меркурия. По сути, это перемены, счастливые перемены. Это значение как удача, какие-то новые возможности. Но они тоже требуют просчета, материального подхода. С другой стороны, не только материального, а мы должны и для себя как представлять, что же мы хотим осуществить. Какая-то идея, она предполагается, или задумка, или как верховный какой-то смысл. Для чего вы это делаете? Нельзя просто куда-то отправляться, я аллегорически говорю, или принимать чье-то предложение, не понимая, а для меня в конечном итоге, к чему я иду, или что я получу, что я буду иметь, или это будет меня вдохновлять, или будет это способствовать моему творчеству, росту, к чему угодно, какому-то прогрессу. Но и по этой карте, когда мы остановились на какой-то период времени, ненадолгий, значит, могут быть какие-то мелкие заминки, но это не значит, что вообще все замерло. Нет, движение есть, но оно просто медленное, хотя и предполагает некоторые паузы, ведь человек, по сути, проверяет, все ли он взял с собой. Должна сказать, что перемены на пороге, по сути, это вот об этом говорит карта. Какой-то этап вашей жизни, мои дорогие, уже закончился. И значит, у кого-то это на работе могут быть, банально, меняются руководства или меняется график работы. Какие-то еще приходят изменения, и вам придется себя как-то, даже если вы сами не намеревались ничего осуществлять нового, значит, адаптироваться к новым порядкам или организовать свою жизнь как-то иначе, с учетом тех перемен, которые происходят. Или, может быть, шестерка мечей нам говорит, что вы начнете после некоторых событий
подведя итог, искать новое место работы. Или для вас будет просто означать сам по себе, опять же, переезд. У вас две карты, которые могут говорить о последующем переезде, отъезде. Хотя у кого-то банально как отпуск. Давайте мы посмотрим деньги. Деньги по королю кубков не должны мы смешивать где-то материализм с чувствами. Оставь чувства чувством, может быть, не будь там слишком холоден или слишком расчетлив, но и в вопросах финансов не добавляй себе эмоций. Король кубков – это еще у нас и наши близкие, часто это карта двора. Кубковая как раз говорит о наших супругах. Или пусть у вас не оформлены отношения, но вы проживаете вместе. И это на финансы. Поэтому финансы вашего партнера. Вот так тоже может означать. Или какие-то еще вопросы, которые как обустройство вашего жилища, какие-то покупки, траты последующие. Одним словом, финансовое состояние вашей семьи или вашей пары. Вы можете это обсуждать. Или помощь, опять же, может быть, ваших родственников. Такое может быть. Или вы будете кому-то помогать. Но взаимосвязь у вас, мои дорогие козероги, с людьми близкими или родственными, или очень близкими друзьями, как какая-то взаимопомощь один другому у вас предусматривается на этой неделе. Давайте мы с вами посмотрим в личной жизни. У кого-то будут оформления, которые касаются как и вопросов финансов, или вопросы недвижимости, может быть, вполне, или последующие ваши заработки какие-то. Для кого-то из вас будет актуально с учетом шестерка мечей, что важно знать. Если вам интересны новые технологии, кто-то из вас, мои дорогие козероги, будет искать работу на дому. Вполне вероятно, с учетом короля Пентаклей. Как я могу зарабатывать дома? И вы можете рассматривать самые разные направления в деятельности. Для кого-то это будут как первые шаги, и вы отправитесь на курсах, может быть, на курсы точнее, это, может быть, эти курсы онлайн, но, опять же, какую-то свою будете выстраивать стратегию, тактику именно по части заработков. Где-то карта и говорит, что работа на дому для тебя вполне вероятно возможна. Или работа на самого себя. Рассмотри какие-то проекты. По сути, шестерка мечей нам предлагает изучи что-то. Добавь себе каких-то знаний, и тебе это в последующем поможет. Поэтому я этого исключать не могу. Есть какое-то направление, которое для вас может быть очень прибыльным. Об этом нам еще хотят сказать карты. И, в принципе, вся неделя для вас, мои дорогие козероги, помните, десятка кубков у вас выпадает, что вам помогает. Сами по себе энергии доброй этой недели. Но есть и луна, когда вы не должны собой рисковать. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.